Последний месяц лета – это не только пора сбора и заготовок урожая, но и время посадок и деления многих цветов. Также есть немало растений, которые можно посеять уже в августе. Молодые сеянцы еще успеют до прихода холодов нарастить свою надземную часть и корешки, чтобы удачно перезимовать, а в следующем сезоне своевременно зацветут. В первую очередь это касается двулетних культур. Например, в августе можно посеять виолу. Ее пышные кустики очень красиво смотрятся в качестве низкорослого бордюра, обрамления цветников и садовых дорожек. Уже в конце лета можно посадить семена мальвы и дельфиниума. Эти высокорослые цветы украсят своими пышными соцветиями задний план цветников, задекорируют заборы и создадут в саду красивые цветущие вертикали. Август и начало сентября – это отличное время для посадки многих мелколуковичных культур. Это удобно по многим причинам. Во-первых, вы сможете себя немного разгрузить от весенних работ, так как весной садоводам и так хватает забот. К тому же весенняя высадка многих луковичных цветов обычно позволяет увидеть цветение лишь на следующий сезон. Именно поэтому гораздо предпочтительнее посадка осенью. А некоторые цветы можно высаживать уже со второй половины августа. До прихода холодов луковицы смогут хорошо прижиться и укорениться, а уже с весны активно тронуться в рост. К тому же есть растения, которые способны цвести только после прохождения зимней стратификации, то есть периода воздействия холодом. К таким, например, относятся нарциссы. В садах с холодным климатом их высаживают уже с середины августа по сентябрь. Делают это для того, чтобы луковицы до зимы успели хорошо укорениться. Садоводам южных регионов с посадками лучше не спешить. В конце лета можно высадить луковицы хионодоксы и сциллы. Эти милые многолетние первоцветы порадуют вас цветением уже с таянием снега. В конце августа, в сентябре также высаживают крокусы. С окончания августа и до середины октября время посадки луковиц гиацинтов и мускарей. Гиацинтам лучше подбирать солнечное место расположения, без сквозняков. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Для мускарей подойдут самые разные места, даже под кронами деревьев и кустарников. Единственное, не стоит выбирать участки с застоем влаги, в низинах и там, где будут скапливаться талые воды. С последней декады августа занимаются размножением еще одного красивого первоцвета под названием гиацинтоидис. Его размножают не только дочерними луковицами, но и посевом семян, которые можно также проводить в августе. Очень важно, чтобы семена были свежими, иначе они не взойдут. Однако сеянцы зацветут гораздо позже растений, выращенных из луковиц. Еще один садовый цветок, семена которого быстро теряют свою всхожесть и их высевают сразу после сбора, это примула. Хотя семенное размножение этой культуры легким не назовешь. К сожалению, оно не всегда приносит стопроцентный результат. К тому же молодые всходы обязательно на зиму надо мульчировать слоем опавшей листвы. Намного проще размножить примулы делением куста. Делают это не позднее середины сентября, используя взрослые растения старше 3-4 лет. Имейте в виду, что делить цветущие кустики нельзя. Для поздних посевов вполне подойдут неприхотливые колокольчики. Также можно посеять двулетнюю гвоздику китайскую и гвоздику турецкую. В этот период в открытый грунт высаживают выращенную рассаду аквилегий и маргариток. Кстати, аквилегии к концу лета успевают дать свой самосев. Молодые сеянцы можно рассадить в нужные вам места, чтобы они принялись до прихода осенних заморозков. Многие садоводы не представляют свои клумбы и цветники без многолетних ирисов. Эти цветы поражают своим великолепием и пестрой окраской. Но для того, чтобы ирисы хорошо развивались, их необходимо раз в 3-4 года делить. Пересадку корневищ можно проводить в конце лета или в сентябре.
Места срезов после деления обязательно обрабатывают толченым древесным углем. Также важно их не заглублять сильно в почву. Многие садоводы начинают делить свои ирисы в более ранние сроки. Главное, чтобы от окончания цветения прошло не менее 2 недель. Конец лета и начало осени – это отличное время для деления и пересадки пиона травянистого. За теплую осень деленки успеют хорошо прижиться и адаптироваться к новому месту. А в следующем сезоне обязательно порадуют вас своими цветами. Такое красивое многолетнее растение для тенистых клумб, как астильба, тоже необходимо делить раз в 3-4 года. Лучшее время – это до или после цветения. Вообще с конца лета и в сентябре можно омолаживать, делить и пересаживать многие многолетние растения. К ним относятся гехеры и хосты. С конца лета можно делить и рассаживать кустики крупнолистной брунеры. Этот многолетник очень красивый не только своими нежно-голубыми соцветиями, напоминающими незабудки, но и декоративной листвой. Листья сортовых брунер украшают сад с весны до глубокой осени. Уже с конца июня, в августе и в сентябре можно проводить высадку клубней хохлатки. Именно в этот период они часто появляются в продаже. Перед покупкой всегда обращайте внимание на состояние посадочного материала. Клубни не должны быть мягкими, подгнившими и с характерным неприятным запахом. Хохлатка – это совершенно неприхотливый многолетний цветок. Но чтобы правильно ее посадить, надо ориентироваться на вид растения. Например, хохлатка лесная хорошо приживется в полутени сада. Вид альпийской и горной хохлатки будут отлично расти на открытом солнечном месторасположении. Для них подойдут альпийские горки, южные склоны и возвышенности. Клубни заглубляют в рыхлую почву на глубину от 5 до 15 см, в зависимости от их размера. Не забудьте пролить водой вместо посадки. Также не допускайте там появления сорняков. Хохлатка с каждым годом набирает все большую популярность. Это красивое и простое в уходе растение, которое редко поражается вредителями и болезнями. К тому же эта зимостойкая культура не требует укрытия на зиму. Исключение – это вид хохлатки китайской. Ее зимостойкость составляет до минус 23 градусов. Хохлатки красивы не только своими соцветиями, но и ажурной листвой. Цветение длится с апреля по май, около месяца. Летом они отдыхают. Это растение эфемероид, поэтому его лучше высаживать в компании с другими многолетниками, которые заменят хохлатку летом. Как видите, любителям цветов отдыхать не приходится. И мой сегодняшний список растений далеко не полный. Поделитесь, пожалуйста, своим ценным опытом. Какие еще цветы можно высевать или высаживать в августе? Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.